Меня зовут Андрей, я координатор «Россияне Батуми», и сегодня мы проводим благотворительную ярмарку в Сахле, которая приурочена к началу учебного года. И средства, собранные на этой благотворительной ярмарке, пойдут в украинские семьи, украинским беженцам, которые находятся здесь, в Батуми. Потому что собрать ребенка в школу – это очень серьезная задача, и мы решили с ней помочь. Основная моя деятельность – это скраббукинг, и я ее сюда привезла. Моя цель – познакомить людей Грузии, что есть такое направление. Но, приехав сюда, я столкнулась с проблемой, что нет бумаги. И я начала сама перерабатывать старые коробки и делать ту бумагу, которая мне нужна. Очень многие участники из разных стран представили свои работы, хендмейд, вещи, мастер-классы, которые они проводят. Например, у нас очень много поделок, рисунков. Есть вещи из переработанного мусора, то есть экологические. Мастер-классы всевозможные, например, мастер-класс по тому, как сочинять стихи, мастер-класс по грузинскому языку, украинскому языку, английскому языку. У нас сегодня был формат живой книги, очень интересный формат, который я открыл для себя здесь, хотя на самом деле он набирал популярность ранее. Живая книга – это живой книгой является человек, у которого есть какой-то интересный опыт, который сталкивался с какими-то проблемами, трудностями в своей жизни, пережил их и готов поведать, как он с этим справился другим людям. И сегодня было очень много вот этих вот формат мини-лекций на тему квир-персона была, были темы про полиаморию. Был бывший депутат «Единой России», который стал оппозиционером, пытался вести свою честную деятельность в России, как бы это сейчас стрёмно не звучало. Депутат «Единой России» пытается вести честную деятельность, но пытался вести честную деятельность, и за что возникли большие неприятности, и он вынужден был эмигрировать. Каждый день ходим на пляж, и я увидела много деревяшек, и решила попробовать технику дрифтфуд, и стала создавать вот такие маячки, домики, ключницы. Все это собирается на пляже, обрабатывается, сушится, и делаются такие вот городки. Я провожу мастер-классы по всем вот направлениям. Все, что я умею, это не все, что я умею. У меня очень много и брошь, и все. Всему обучаю и детей, и взрослых. Также была сегодня полноценная лекция доктора, педиатра. И он рассказывал о детских болезнях, с которыми могут столкнуться дети здесь, в Грузии, какие есть особенности в здравоохранении. Благотворительная ярмарка, которую вот мы проводим, это наш первый проект подобного формата. Это очень интересный формат на самом деле. Сегодня я получил какие-то невероятные эмоции, потому что когда ты видишь увлеченных людей, это что-то классное. Мы организовывали различные мероприятия, организуем их внутри нашего комьюнити «Россиян Батуми», какие-то курсы языков, киноклубы и прочие, политические мероприятия, активности какие-то. Но вот данное мероприятие мне очень нравится по формату. И я искренне надеюсь, что мероприятия подобного формата, благотворительные ярмарки, мы будем проводить и далее. Потому что они позволяют всем участвовать, думаю, в помощи, в поддержке Украины в том числе. Вот, это классно, хорошо видеть. Ну и плюс это возможность, я, например, хотел бы, можно приобрести значок, какую-то символику, вот тоже возможность приобрести ее здесь и поддержать заодно. «Россияне Батуми» — это сообщество эмигрантов, сообщество россиян, ну, непосредственно в Батуми, которые выступают против войны. Изначально это было сообщество активистов. Начиналось оно именно так. То есть мы, когда начали его организовывать, в него входили активисты, которые ходили на пикеты, которые ходили на митинги, которые были в волонтерском штабе здесь, в Батуми, отсылали помощь в Украину сначала, потом беженцам здесь, внутри Батуми. Но дальше это комьюнити разрослось, то есть сейчас это полноценное комьюнити россиян, которые против войны. То есть они позиционируют себя так, и мы их объединяем. Мы стараемся объединить их, направить, сделать так, чтобы нашими общими усилиями мы могли добиваться чего-то более значимого. Например, проведение вот таких вот мероприятий, как благотворительная ярмарка. Сбор донатов на помощь беженцам, которые проживают здесь. Мы организовывали сбор донатов, непосредственно которые отправили в Украину гражданам, которые пострадали на территориях после бомбежек.
после ужасных бомбежек, которые производили путинские войска. Собственно, у нас две главные цели в сообществе. Первое – помощь Украине. Мы помогаем беженцам, которые здесь, помогаем Украине и украинцам, которые остались внутри Украины. И второе – это помощь россиянам, которые бегут от войны. Таких очень много, и по личному опыту я знаю, что это очень тяжело. Когда ты переезжаешь в никуда, ты бежишь, лично я бежал от политических репрессий, я ехал в никуда, и очень трудно одному сориентироваться, что, как, где найти жилье, как адаптироваться к этой реальности и как начать помогать. Собственно, эту проблему мы стараемся решить тоже. Нас можно найти в Телеграме и в Инстаграме. У нас и там ник Russians Batumi, без нижних подчеркиваний, без заглавных букв и спецсимволов Russians Batumi. Присоединяйтесь к нам в Телеграм или Инстаграм, становитесь нашими подписчиками. Также в Телеграме у нас есть чат, где постоянно ведутся бурные дискуссии. Если вы хотите стать волонтером и помогать в организации подобных мероприятий, то, пожалуйста, проявляйте активность. Мы очень рады и нуждаемся в новой помощи. Если у вас не хватает времени, или нужна какая-то помощь, также обращайтесь к нам, мы поможем, чем можем. Ходите на наши мероприятия, помогайте Украине. И хотелось бы закончить пожеланиями. Украине лично я желаю победы. Слава Украине! Героям слава! И Россия будет свободной. Свободной от путинского режима и путинских оков.